Вот такое вот у нас сегодня море, волнующееся. Миша с папой все еще купаются. Как вода? Отличная вода, я вышел на берег чуть-чуть погреться. Вышел на берег чуть-чуть погреться, а Миша с папой все еще плавают. Какие у нас дела? Какая-то движуха. Очень похоже, что это свадьба. Возле администрации. Молодцы. Да, вот цветы, специальный столик оформляют и отмечают это событие. Здесь часто приезжают сюда эти свадебной церемонии. Здесь поход с бульдозером проехали, расчистили, стало ровненько, все чистенько. И в ту сторону тоже. Чтобы вот вода пришла, никакой мусор в море не унесло. Все выбрали, унесли. Гранатов стало еще больше, по пятерке. Мандарины по 3,50. Хурмы полно, она такая вся наливная. 7-8 лир стоит. Кстати, вон киви появилась. По пятерочке огурцы. Сейчас мы сюда вернемся к этому дяденьке. К нему постоянно приходим. Сейчас пойду посмотрю, что еще здесь. По пятерке помидорки. Опять хурма наливная. Шикарная. 7-8 лир хурма стоит килограмм. Здесь тут тоже. Мандарины 3 лиры, 2,5 лиры килограмм. Вот помидоры по 4 лиры. Я обычно первый круг просто иду, просто смотрю, а потом уже запоминаю, где что было, и покупаю уже нужное. Иду дальше. Вот по двушке мандарин. Вроде все купил, немного винограда, немного мандаринов, немного хурмы, яблоки, огурцы. Мне заказывали конкретно, остальное все импровизация. Все полностью пропал инжир. Был, гляньте, какая его по пятерке. Был в прошлом рынке инжир, чуть-чуть в некоторых местах, в этот раз вообще нету инжира. Но в этот раз была горсточка в одном месте, челек. Как она, клубника была. Лишь в одном месте. Все. Виноград еще есть. Вот хурма, сейчас все хурма заполоняет. 7-8 лир килограмм. Хурма. У меня мята заканчивается. Ладно, в принципе, без разницы. Потом докупим мяту и прочую зелень рядом с домом. Пойду я за детьми уже. Еще время есть, но все равно. Сегодня я никуда не спешил. Ни в ту сторону, ни в эту. Чуть не упал телега у меня. Поэтому иду в притирку к окончанию тренировки. У меня 15 минут идти буквально вот до белой машины, вон, если приглядитесь, которая поперек дороги стоит. Туда вот примерно дойти мне. Пока здесь ходил сегодня, вот нашел 2 рыбных магазина. Ой, вру, не рыбных, а рыбацких. С рыболовными принадлежностями. Вот один. Вот. Рядом с ним эти аксессуары. А за ним следующий тоже кафешки-мафешки, а за ним, по-моему, как раз тоже рыбацкий магазин будет. А, не в этом, а вот за, как это сказать, проездом. Вот за этим проездом там вот
будет тоже рыбацкий магазин. Где-то что-то громыхает. А, это продуктовый большой. Какое-то административное здание. А вон там чуть впереди. Опа. А, кстати, дядька какой-то с барабаном идет. А я ж не первый раз, кстати, встречаю с барабаном. Ходит, стучит. Вот я уже пришел. Сейчас стою, за спиной у меня рыбацкий магазин. Такой райончик здесь не очень хороший, честно говоря, хотя море рядом. Почему он в таком состоянии, даже интересно. В принципе, достаточно, считаю, интересным с точки зрения расположения. Но какие-то запущенные дома здесь, страшненькие, некрасивые. А вот парк, и слева от него спортивный комплекс, назовем так его. Пойду сейчас обойду слева или справа его и подожду немного детей. Ой. Devlet Bahçeli Meydan. Площадь какая-то. Мейданы, судя по всему. Бахчели — это что-то с сельским хозяйством связано. А то, что Девлет, это, значит, государственное. Ну, вышли, вот они, помогают телегу мне вести. Идем опять мимо этого рыбацких магазинов идем. Покажу им парк, который я по дороге проезжаю. Им должно понравиться. Я думаю, рыбацким магазинам тоже понравится, да? Миш, видел рыбацкий магазин? Да. Там дальше еще один будет. Нет, вот за этим, вон где люди стоят примерно там. Идем. Неплохой, Ямаха написано. Кататься он на нем не умеет. Кемаль Ататюрк стоит. А вот что это за здание? Непонятно. Никаких надписей на нем нет. Какие-то скульптуры интересные здесь стоят. Тетенька с чемоданом стоит. Какая-то штуковина с рожками стоит, с большими, с разными. Тетенька без... Ну, как-то что-то тоже проблемы. Здесь какие-то буковки выложены. Из камней такие вот штучки собраны. Вот такая вот штука висит. Интересно. И как-то это все подписано. Возможно, что это здесь какое-то раньше заведение было. Не знаю. Сейчас магазин «Шок» мы проходили. Идем домой, в сторону мимо парка и потом на остановку. Такой, или как это, парк небольшой такой, классный. Всякие персонажи стоят. Человек, как там, Супермен, Патрик, Том и Джерри. Кто вот это, не знаю, такое, Человек-паук. Этот дядька из Смурфиков. Вон этот Спанч Боб. На дороге что-то нарисовано на полу. Эти синим краешки разрисованы, как будто размечено под велосипеды. Вот здесь шахматы размечено, доска или в шашки. Можно играть. Вот здесь какие-то квадратики, я не знаю, что это такое. А, вон Смурфик стоит, вон девочка с черепашкой. Квадратики какие-то интересные расставлены здесь. Красиво оформлено, там вон название какое-то, детский парк. Красиво, вот морда какая-то. Огромную проходим мы. А вот здесь этот Миша начал скакать. Как он называется? Классики. Можно в любую сторону начинать и возвращаться тоже. В любую, я так понимаю. Классно.
Миша вот здесь на этих, вот на этих им захотелось поскакать. Где? Это ноги поднимать на пресс. Плохо, у нас таких нигде рядом не стоит. Вот в этом, в Махмутларе таких много стояло, на набережной. Кстати, больше всего таких во Вьетнаме мы видели. Просто там их прорва стояла. Утром на них вьетнамцы тренировались. Возможно, что это для подтягивания, потому что так высоко залазить тяжело, а снизу просто руки поднял и подтягиваешься. Попробуй поподтянуться. У него руки короткие. Не висеть сосичкой, а подтянуться. Давай, попробуй, Олег. С рюкзаком. Там какая-то музыка играет, видимо, свадьба опять. Может быть. Я не знаю, посмотри, скажи мне тоже. Чуть не развалил что-то, да? Какая-то странная конструкция, надо сказать. Мы не оценили ее, честно говоря. Олег, вставай. А, вот это мы постоянно... Ты что ты остановись, что он тебе такой тяжелый рюкзак, что ли? Не, просто. Давай я. А то сейчас положим в тенечке, в темноте и забудем. Вот на этих мы любили шпанить в этом Махмутларе. Не так быстро. А что вы на лыжах катаетесь? Надо ходить же. Вот. Там еще есть какие-то ходилки. Вот так вот можно ходить. Хоп, хоп, хоп. А, это велосипед, только Миша педаль не достает. Только стоя можно кататься, да. Вот на этих любят бабушки кататься, вот на таких вот. Одиночные ходилки. Че, народ, пойдем домой? Миша, тут такие, вот они рядом. Вот такие рядом здесь. Вот так надо. Да? Да, дети, мама написала дрожжи купить, надо сейчас будет по дороге. Я побежал. Классно. Как будто под собачку пострижены вон там кусты. Да. Михаил тут что-то делает на тренажерах. Я думаю, изготовители тренажеров даже не думали, что их можно так использовать. Глянь. Грузовик едет, как этот, как люстра украшенный. Красиво. Пойдем, Миша. Доехали вы до родного дома, как говорится. На трассе вышли, заранее вышли, потому что тут такая пробка, все колом стоит, ничего не едет. Как в Москве, прям как дома. Хорошо, благодать.
Да, дети. ностальгия. Да, дети? Ладно, топаем домой. Он вообще стоит колом, никуда не едет. Ни красный, ни зеленый, никуда не едет. Что случилось, фиг его знает. Там впереди ремонт дороги, возможно, из-за этого такая толчая. Я тут целый день собиралась снимать рецепт, когда выяснила, что у меня нет дрожжей. Дрожжи мне принесли только 7:30. Я сижу и думаю, может, на утро теперь отложить рецепт. Слушайте, в Турции начался сезон апельсино-мандариновый. Мне кажется, мы тут скоро пупырами покроемся. Они тут неприлично дешевые. Просто... Они вообще на халяву есть. Тут можно найти. Ну, как-то это... Много не нарвешь, там один сорвешь на ходу, вот на море идешь с моря. Алексей сейчас 4 килограмма на 10 лир купил. 4 килограмма за 90 рублей. Вот. Какой 90 рублей? Сейчас уже лира падает. Уже, по-моему, 7,5. Яблоки за те же деньги, 4 килограмма. Огурцы дорогие, огурцы по 5. Ну, тоже 10 лир вот этот пакет. Виноград тоже по 5. И белый, и темный. Они классные стали эти. А томаты по 4, что ли? 4 с чем-то здесь килограмм. Ты сказал 3 на 10, нет? 3 на 10, да. 3 на 10. Они Там такие 4 с чем-то классные. килограмма. Вот сейчас чем ближе время... Убери провода, ты зажал. Я не зажал, я просто... Чем ближе время движется к зиме, тем более сладкие становятся здесь мандарины. Они обалденные. Мы реально скоро корочками оранжевыми покроемся. Ребята сегодня так долго ходили, гуляли. Раньше мандарины были вырви глаз. Через наш городок. Добавляешь в этот, в чай. Пьешь. Да, в чае даже кисло. А анекдот знаете, когда про мандариновый, это самое, когда мальчик с мамой или с бабушкой едет в автобусе, но почистила она ему эту мандаринку, он ее съел, и она взяла эти Я кожурки, знаю. выкинула. Она говорит: бабуль, ты что? Такие, молодец какой мальчик, соображает. Надо было оставить, в самогонку положил бы. Я не понял, что такое самогонка. Ну, это не надо. спалил бабушку, что она самогонку делает. Это, по идее, нельзя делать. Так, ладно, дети пусть кушают, я рис сварила с котлетами. А мы с тобой должны какой-то мукбанг снимать. Какой? Рис с котлетами. А там их мало. Тогда просто рис. С мандаринами. Рис с мандаринами. Не, ну мы можем Еще надо как-то их просто забабахать из корячить в холодильник, вот эту кучку, которую принесли мы. Ну да, сейчас Я будем сегодня немного корячить. взял, даже тележка сама ехала. М. Только один раз нести пришлось, когда через стройку мы проходили. Да. Ну что, друзья, дети наши уже отправились дрыхнуть. Мы с Алексеем не так давно отсняли для вас мукбанг. Посмотрели фильм американский. Смотрим мы на английском языке, чтобы дети не только изучали с учителем английский, но еще и имели возможность слышать, как говорят американцы. Поэтому ставим им американские фильмы. Алексей находит интересные, и мы всей семьей смотрим. Лично я из этих фильмов понимаю процентов, наверное, эдак 20, не больше. Вот какие-то знакомые фразы, которые в том числе наш турецкий друг употребляет. Give it to me, например, я там услышу что-нибудь, раз детям начинаю повторять эту фразу. Вот, Алексей уже закинул посудомоечную машину. Посуда моется. Алексей отвечает на ваши комментарии. Дети спят. Сегодня я не появлялась в наших влогах, потому что ребята целый день куда-то гоняют. А гоняют они вместе с телефоном, да, Алексей? Что ты снимаешь? На тебе сюда ничего не видно. Тебе видно прекрасно, как ты высмаркиваешься.
Ходят они там на море, на тренировку с телефоном. Я остаюсь дома убираться, готовить без телефона. Поэтому сегодня меня во влогах не было вообще. Понимаешь опять меня, а не себя. Пойду себя, красавицу, поснимаю. Вот, появлюсь в сегодняшнем влоге. Я еще в полной боевой раскраске, потому что после мукбанга посмотрели фильм, отправили детей спать, и я еще сама не была в душе. Такие у нас дела, друзья. Ну, а мы уже будем заканчивать этот влог. Если влог понравился, вам понравилось, если как ребята ходили на море, на тренировку, на рынок, то ставьте им обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.